Сегодня мы поговорим о современных санузлах и новых решениях, например, одного из санузлов, которые мы делали для нашего проекта. В первую очередь давайте рассмотрим планировку. Это единственный санузел в двухкомнатной квартире для молодой пары. Санузел достаточно узкий и длинный. Были размышления, чтобы сделать два санузла: гостевой со входом в коридор и второй общий со входом около спальни. Но тогда получаются трудности с коммуникациями. Вывести второй унитаз, скорее всего, пришлось бы через насосы, измельчители и ступеньки. К тому же клиенты не хотели два санузла, решили отказаться от гостевого, чтобы был один большой и обязательно с душем и ванной санузел. Сначала были такие планировочные варианты, но они получались узкие и некрасивые. Я придумала и предложила такой вариант, где центром композиции является постамент из керамогранита или из натурального камня. И то, и другой подходит, у каждого свои узловые особенности и стыковки, о которых мы поговорим чуть позже. Так что оба варианта реализуемы. Финальный выбор материала за клиентом. И внутри этого постамента расположена ванна. Раковина уходит на этот же постамент, и тем самым освобождается проход. Недавно в проекте детского санузла, в нашем проекте виллы на Кипре, я предложила клиенту похожее решение, где есть растущая раковина и растущий смеситель. Кстати, мне нередко пишут: Наталья, как жаль, что наш проект не в вашей стране или городе. Думаю, что иначе проект не заказать. Это не так. Я с командой разрабатываю проекты по всему миру, и в Европе, и в Америке, и в Азии, поэтому вы можете обратиться из любой страны. Возвращаемся к раковинам. По мере роста ребенка можно их менять. Для этого надо выбирать коллекцию раковин, где есть раковины чаши разных высот. Поскольку высота ванн около 600 мм, сначала для ребенка нужно выбрать раковину чашу высотой 12-15 см, а потом поставить 20, 25, 30, чтобы получить стандартные высоты в высоту раковины около 800 или 850 мм от пола, чтобы вода не стекала с локтей во время умывания. Душевая размещается за этим постаментом, но чтобы сделать красивое архитектурное соединение объемов и решить вопросы соседства керамогранита и стекла, мы этот объем продлеваем, пересекаем и получаем такую вот полочку для душевой кабины. При этом проходы остаются в рамках норм эргономики. И, кстати, напомню, что иногда в душевые кабины делают проходы и по 50 сантиметров, и даже по 45 я видела. Поскольку в такие душевые человек пролезает необремененной одеждой, а также не заносит в эту дверь технику, предметы мебели, корзины с вещами и пакеты с продуктами, то даже ширина проходов 45-50 сантиметров тоже считается минимально эргономичной по средним плечам человека. Но тут у нас даже больше получилось. Дверцу можно потом добавить сдвижную, а можно оставить так, чтобы был свободный проход. Весь санузел укутан в уютный микробетон, который подходит для влажных помещений, потому что у него есть специальное покрытие. Очень хороший материал для санузлов. И прекрасная альтернатива плитке. На углах у нас везде теневой зазор, потому что с ним стыковка красивее. В душевой зоне тоже есть такой зазор, он также промывается, как любые металлические профили в душевых, и в обслуживании даже лучше, чем затирка, которая иногда отваливается или впитывает грязь, или цветные пигменты с шампуней, если она достаточно светлая. В общем, достаточно просто ручным душем пройтись по поверхности, и уже все промыто. Что касается профилей, так тут они утоплены вниз. Скрытые профили — еще одно техническое нововведение современного ремонта, которое будет с нами надолго. Секрет тут в том, чтобы сначала смонтировать профили, а потом уложить чистовые материалы, а не наоборот. Всегда, конечно, можно поставить сверху и чуть облегчить себе жизнь, если вы не ценители. Но если вы ценители и готовы немного подождать, покоординировать эти работы, потому что это все-таки требует усидчивости, то вы получите очень красивый результат. Хранение в этом санузле достаточно большое.
душевое. Сверху находится шкафчик с зеркальными дверцами, внутри которого полки, а снаружи LED-подсветка, которая создает и красивый отраженный свет для лица, и приятное атмосферное освещение для ванны. Шкафчик специально не доведен до конца, чтобы оставался воздух в углах, и мы не нагромождали эти соединения. Но и под раковиной есть полки, которые спрятаны за дверцами на push to open. Вот тут как раз момент, где надо выбирать материал, потому что керамогранит на, допустим, МДФ фасадах будет легче в открывании. Он не сильно отличается от обычных фасадов по весу. Камень повесить на фасады можно, но потребуется усиление в петлях, и для красоты стыковки подрезать необходимо будет верхний торец дверцы под 45 градусов, ну и горизонтальный торец, соответственно, тоже. Если хранить там средства для уборки, которые используются реже обычных шампуней и баночек, то вполне можно использовать там более тяжелый камень. Еще одно место, которое влияет на выбор керамогранита или камня, это стыковка с ванной. С камнем будет очень хорошо смотреться стыковка ванны снизу. Так получается очень красивый, полноценный торец материала, который можно зашлифовать. Так делают в дорогих отелях. Но и керамогранит точно так же можно обрезать и зашлифовать, просто там уже будет тонкий торец серого цвета. Но за счет маленькой толщины это не драматично. Можно, кстати, и накладные ванны, и заподлицо монтирующиеся ванны рассмотреть, но выглядит это так хорошо уже не будет. Смесители, управление смесителями, сливом и свет на потолке тоже перекликаются между собой и создают ощущение единения, а за счет черного цвета дают контраст. А еще в освободившийся проход, который остался достаточно широким, отлично встали все полотенцесушители, которые хорошо просушивают и халаты, и полотенца, и которые удобно брать и от раковины, и от ванны, и от душевой. В общем, несмотря на сложное сосископодобное пространство, удалось сделать очень комфортный санузел. Я решила сделать этот санузел, и не только его, весь проект, как учебный для нашего нового курса «Дизайнер-визуализатор», где мы учим о работе в программе 3D Max, и где вы можете приобрести необходимый современному дизайнеру набор навыков и создать себе портфолио. Ссылку со всей подробной информацией вы сможете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях свои впечатления от санузла. До новых встреч, всем дизайн!